Окей, держи, 1000. Сейчас я вам покажу свой отель в непризнанной республике. Двухмерные самолеты летят. Это сетка с баблом. О, полиция подошла. No, 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 no. It's my money. Окей? Че он меня хочет обмануть? Как вы думаете, чем я занимаюсь по ночам? Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкайнен. Вы смотрите мой travel-блог, который сегодня будет из Сомалиленда, который является официальной частью Сомали, но по факту это отдельная республика, которую никто не признал. Когда я приехал сюда, я думал, что здесь будет разруха, война, жесть, нищета, но все оказалось не так. То есть здесь плохо, конечно, но даже не так плохо, как в соседней, более-менее благополучной Эфиопии. Друзья, сегодня прогуляемся по Сомалиленду, и я покажу вам, как живет непризнанная республика в Африке. А за моей спиной, кстати, монумент независимости Сомалиленда. Они считают себя независимыми от Сомали с 1991 года. Ладно, поехали! Посмотрите эпический ролик о том, как я получал сомалилендскую визу. Это было драматическое приключение с военными и дорогой смерти. И вот, наконец, я в долгожданном Сомалиленде, жители которого никогда не видели белых людей. Что меня здесь ждет одного? Досматривайте ролик до конца. Сомалиленд — это мусульманская страна, поэтому здесь нет алкоголя. Алкоголь заменяет кат. Кат. Yes. Это листья специального растения, которое так и называется. Кат. Yes. И все его жуют. Кат нужно привозить свежим. Обязательно. Здесь он не растет практически, привозят из Эфиопии. И автобусы, эти гигантские, груженные катом грузовики, они приезжают сюда, мчатся со скоростью 150, там, 100 километров в час. Салам алейкум. О, полиция подошла. Полиция подошла. Все, ну нормально, ничего не запишешь. Салам алейкум. Yes. Короче, эти листья, эти растения нужно везти очень быстро, иначе оно испортится. Если утром его сорвать, а привезти только на следующий день, то уже они будут не такие, какие нужны, и не будут как нужно торкать. Dzień dobry, dzień dobry. Привет! Jak się masz? Отлично. Yes, that's how we do that Polish. Big up yourself, Polish. Russia? No Polish. No Polish. I'm Russia, yes. Сейчас я покажу вам заведение, в котором этот кат продают. Прям зелеными, веточками, зелеными палками. Его привозят сюда супер свежий и продают. Вот оно, передо мной, собственно. Вон там. Вот эта палатка, в нее больше народу, чем нужно. Вот видите, люди выходят с пакетами. В пакетах лежат веточки ката. Да, сори. Вот оно. Вот оно. Вот, смотрите, вот здесь вот валяются то, в чем заворачивают кат. А вот сами. Салям алейкум. Салям алейкум. Вот. I'm. Yes. Мика, yes. I'm Mohammed. Мохаммед. Yes. Вот люди заворачивают, рассматривают. Нет. Салям алейкум. Салям алейкум, бразерс. Вот здесь было много ката, сейчас ката осталось немного. Вот видите, парень его сразу жует. Салям алейкум. Салям алейкум. How are you? No, how much? $5 for bundle. $5 for big. For big, For big. yeah. Is it $5? $5? Yes. Is it good cat? Very good cut. It's best cat. Very best cut. But I don't use
use cut? $6? Yeah. For big. Is it best cut in Somaliland? Yes? Is it from Ethiopia? Ethiopia? Yeah. Говорят, эфиопский кат. О, в общем, вот, да. I don't use cut. Окей. Бай. Вот в таких палаточках продается кат. Вот здесь повсюду. Вы видите, как тут работать приходится. Вот такие дела. Сейчас мы с вами будем менять много бабла, потому что курс в Сомалиленде дикий. Помните картинки из Зимбабве, где там за $1 давали вот такую вот пачку денег? Здесь ситуация похожая. Сейчас мы с вами поменяем 20 баксов, и вы увидите, сколько мне дадут за одну бумажку местной валюты. Салям алейкум. Oh, no. Don't worry, man. I'm not running. So, $1? So, sorry, it's my money. Okay, no problem. 10,000 for $1, yeah? 10,000 for $1. Yes. Yes? Вот смотрите, это все пачки денег. Ребята, это все пачки денег лежат здесь. Это все пачки денег лежат. Поглядите, они просто гигантские, ну это просто сетка с баблом. Вот за... How much is it? It's 10? 20? $20. Че он меня хочет обмануть? 2 пачки дай мне. No. One more. Yes. Окей. Вот, друзья, вот это вот $20, ну, 1000 рублей, чуть больше. Одна бумажка наша. Вот здесь сколько местной валюты за это дают. Потому что если менять $100, то эта пачка будет вот такой вот вообще. Вот такой гигантской. То есть $100, 6000 рублей. Вот столько вот местных денег. Ну что, пойдемте что-нибудь купим на эти деньги, что раз поменяли, да? Money, yeah! Now make it rain on 'em. Обожаю ходить на местные рынки, это лучшее, что может быть в любом азиатском или мусульманском городе, вообще в любом. Камера! Все, пойдемте гулять по рынку. Вот он перед нами, настоящий исламский рынок. Друзья, в моем ролике из Афганистана я разыгрывал шапки местные, афганские. Ссылочка на ролик вот здесь или вот здесь вот. Обязательно посмотрите его. И они хорошо очень зашли. И вот я в Сомалиленде, я нашел тоже шапки местные. И тоже хочу их купить и разыграть среди вас, друзья. Вот эти шапки, поглядите. Настоящие, традиционные сомалилендские шапки. Вот они. Я куплю, пожалуй, 2 штуки. How much? How much? How much? How much? $15. $15 for one? Yes. Are you sure? Yes. $2. $2. $50. $2. $15? No, $2. Why 15? Why 15? 5 by 5. 5 by 5. Это все равно дорого, друзья, но все равно, как видите, я сбил цену. Сейчас я померяю эту шапку для начала. Окей. У меня слишком большая головешка. Но нормально вроде выглядит, да? Is it good? Yes? Yes. Друзья, я разыграю эти шапки в одном из следующих прямых... Yes, окей. Я разыграю эти шапки в одном из следующих прямых эфиров. Чтобы поучаствовать, вам нужно разместить этот ролик, который вы прямо сейчас смотрите, у себя в соцсетях с хэштегом I look here, yes. Я просто смотрю, чтобы меня из рюкзака ничего не вытащили. Разместить. Stay here. Разместить этот ролик у себя в соцсетях с хэштегом вот этим вот.
Вот хэштег, вот еще раз хэштег. И вы сможете поучаствовать в конкурсе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в Фейсбуке, где угодно размещайте. Я вас найду и добавлю в розыгрыш обязательно. И следите за стримами. В прямом эфире я разыграю эти две прекрасные шапки. Шапки – моя страсть, но я забыл про них, когда увидел бомбическую наружную рекламу на улицах Харгейзы. Присмотритесь. Ничего не замечаете? С печатью всяких билбордов и реклам в Сомалиленде не заморачиваются. Если что-то нужно, просто берут и рисуют на стене. Рисует Deco Art. Вот его телефончик. Если вам понравились эти граффити, просто вставляйте код Сомали, он появится сейчас вот здесь вот, и звоните парню с именем Deco Art, он вам нарисует где-нибудь в Москве или в Питере такой же. Is it you? Is it Deco Art? No? Are you Deco Art? No. Не, это не он. С уличным искусством в Сомалиленде вообще не совсем привычные европейцу вещи творятся. Вот, например, за моей спиной находится трофейный МиГ-17 армии Сомали, который в свое время бомбил Сомалиленд. Его сбили, немного починили, подреставрировали и поставили на постамент. Ну окей, поставили красиво, стоит самолет трофейный. Давайте взглянем на то, на чем он стоит, на сам постамент. Там отличный просто барельеф, характеризующий то, что происходит с уличным искусством в Сомалиленде, да и в принципе во всей Африке то же самое. Пойдемте подойдем. Вы только вглядитесь в этот замечательный, потрясающий просто барельеф, больше похожий на каляки-маляки. Это двухмерные самолеты летят, смотрите, парень, у которого из обрубленных рук и ног строится кровь, а руки и ноги лежат рядом, причем одна рука держит ногу, судя по всему, и валяются черные люди повсюду. Да, потрясающе. Ну и с другой стороны, похожая композиция. Парень без руки и ноги пытается удержать равновесие. Женщина с ребенком, завернутым в сомалилендский флаг, смотрит наверх. А в углу каратист режет ножом парня с Калашниковым. И чуть выше всего этого дата начала гражданской войны, 26 июня. Гражданская война, после которой Сомалиленд стал независим от Сомали. Год начала гражданской войны, 1988 год. 3 года длилась гражданская война в Сомалиленде. Здесь же прямо у основания постамента тусуются козы, жрут ошметки от арбузов оставшиеся, пьют воду вот из этих вот штуковин. Туда вода собирается. А вот и вот из этих тоже штуковин пьют они. Эх, коза. Знала бы ты, откуда ты пьешь воду? Это постамент МиГа-17. Поглядите, какой он пятнистый, прекрасный. Ах, красавец. Что меня удивляет, так это чистота. По сравнению с остальной Африкой здесь очень чисто. Ну, по крайней мере, не проваливаешься по голень в мусор, как это происходит, допустим, в какой-нибудь Бурунди или Руанде, где мусор вообще никто не убирает никогда. Ну, не понимаю, зачем это нужно. Здесь почему-то чисто, ну, валяется мусор такой 1-2-дневной давности. Реально, в непризнанной республике нормально работают дворники. Вот совками и щетками убирают мусор прямо с обочины. Салям алейкум! Салям алейкум! Убирают мусор с обочины. Good. И все. А в других местах не убирают, в той же Эфиопии. Кстати, посмотрите, что за моей спиной находится. Это танк. Пойдемте посмотрим танк. Я не знаю, почему он такой, я не понимаю, почему он вместо того, чтобы стрелять, надул пузырь какой-то. И, возможно, этот танк вообще что-то жилье, судя по тряпкам, которые находятся под его днищем. Ну, танк. Интересно, из чего он сделан?
Давайте посмотрим. Возможно, он картонный. А нет. Судя по всему, он каменный. Просто танк. Причем в российском камуфляже. Местный камуфляж, он пустынный такой. Бело-серо-черно-коричневый. А здесь зеленый камуфляж, как в нашей средней полосе, где нужно скрываться среди лесов. Куча попрошаек здесь. Но все они не местные, а приехали из Эфиопии. Этопия? Этопия? Из Эфиопии, говорит, приехала. Обычно не даю попрошайкам деньги, но почему бы не дать девочке маленькой? Окей, держи, 1000. Вот еще один попрошайка стоит, позирует на камеру. Where are you from? Хе-хе-хе. Щи. На, держи. Штуковину тебе. Давай, счастливо. Покеда. О, салютуют мне. Эфиопия! Этопия! Из Эфиопии тоже приехали. Не местные. Вот они, эти попрошайки. Но? А если денег дам? А смотрите, сразу обрадовалась. Говорит, не снимай меня. Все, отобрала. И тебе тоже дать? Да? Правда? Не? Сколько тебе дать? И все набежали. Все хотят бабла. Смотрите, выставили свои руки. Стойте, 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 стойте. Держи. Заправка по-сомалиленски. Это ослик, который тащит на себе канистру с бензином. Бензин наливается вот в такие вот ведра, сделанные из бывших больших бутылей, канистр пластиковых. А это заправщик. Заправщик, видимо, давно уже работает заправщиком. Он весь пропах бензином, от него пахнет им. Эх, осел, знал бы ты, что ты занимаешься благим делом. Ты заряжаешь и ты заправляешь машины топливом. Ты как топливный бак сам большой. Хороший ослик, малыш. Попрошайкам денег раздал, шапками закупился, бабла все равно еще целая котлета. Точно, котлета, я хочу есть. Попробуем потратить остальные деньги в сомалилендском ресторане. Ну что, то буду сегодня фудблогером, поем настоящей еды, которую едят сомалилендцы. Вот так вот выглядит ресторанчик изнутри. Просто большой-большой прохладный зал с накрытыми скатертью столами. Ну, давайте сядем вон туда вот на зеленый стол. Салам алейкум. Вот сюда вот мы с вами сядем и будем ждать, пока принесут еды. Стоит сразу кувшинчик с водой. Воду не надо заказывать, вода здесь бесплатна. Сверху висят вентиляторы и все едят прямо руками. Салам алейкум, салам алейкум. Прямо Is it tasty? Tasty? Good? Прям все из общей бадьи выдавливают туда лайм и хватает, прям руками ест. Merci. Thank you very much. Окей, друзья, попробуем. Мне принесли рыбу на гриле. Вот она, лайм, разделенный на 2 кусочка. Немного салата, риса, приправленного фиг знает чем, если честно, но здесь есть кусочки, видимо, это изюм, здесь есть изюм, ребят, здесь есть изюм. И соус. Итак, начнем. Мне как не местному, видимо, принесли ложку с вилкой, но я буду делать все так, как положено, по традициям местным. То есть я буду есть руками. Сначала я выдавлю лайм сюда, прям в рис, один лайм в рис, другой лайм я выдавлю на рыбу. Ну что, друзья, давайте я буду есть и рассказывать вам свои впечатления от аутентичной сомалилендской еды. Первый кусочек рыбы. Не пойму ощущения. Она острая, даже для меня. Рис на 10 из 10, просто 10 из 10 этого риса.
Мне кажется, во мне проснулся сомалилендец. Это очень вкусно. Это очень сытно. Рис на 10 из 10. Рыба на 7 где-то. Соус на 9 из 10. То есть, по идее, средняя оценка где-то 8 из 10, да? Но все вместе. Это точно десяточка. Девяточка, ладно. 9 из 10. Вот это вот блюдо. Ох. Ну что я вам скажу. Это супер. Во-первых, очень вкусная еда. Во-вторых, когда ешь руками, она гораздо лучше чувствуется, ощущается. Я не знаю, как это назвать. В России не принято есть руками, я понимаю. Но вы попробуйте. Просто сегодня на обед дома, ну, если вы начнете есть где-то в столовой вашего бизнес-центра, вас вряд ли поймут. Но дома просто попробуйте съесть свою еду руками, а не вилкой. Какую-нибудь пасту, допустим, или что-нибудь другое, те же самые котлеты с рисом. Вот, и стоило мне все это 4 бакса, 40 тысяч местной валюты. Вот такие вот дела, ребят. $4 бакса. Вот они, 4 бакса. Фу. Как все это естся, понятно. Давайте посмотрим, как все это готовится. Мы с вами пришли на самую кухню. Салам алейкум. You will be start. You will be start. Can I show? Can I look? Look, yes. Look, yeah? No, no. Why? ممنوع, no, no. Why? لا. هنا. Here? Yes. Here. This here. Here. Okay, here. Here. Вот, друзья, мы с вами на кухне, на самой настоящей. Не буду отвлекать, они еду готовят, просто поснимаю с этой стороны. Большая гигантская байда с рисом, в которую он просто со скоростью спринтера нахерачивает рис, смачивает его чем-то, добавляет туда салатику и все. Человеку, который это принесет, это жаждущим поесть людям. Это, видимо, курица. Или нет, это не курица, это, видимо, козлятина. Козлятинка. А вот там на заднем плане парень, который стесняется, чтобы его показывали, поэтому я буду показывать его аккуратно. Вот так они готовят. Fish! Fish! Fish, yes. It is fish. Yes, fish. Yes, fish. 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 Сомалилендские номера прекрасного синего, такого мягко-синего цвета дублируются названия и на арабском, и на английском. И под номерами, прям под машиной, дрыхнет песик. Привет, песик. Как тебе живется в Сомали? Молчит. Ой, все. Пойду я отсюда лучше. Обошел машину, а тут целая стая дрыхнет. Вы только поглядите. Hello. How you doing? I'm fine. Парень подъехал, поздоровался со мной. Вот тут раз, два, три, 5, 7, 10, 20, 50, 173 собаки, по-моему. Ну или чуть поменьше. Вон там еще под теми машинами. Жесть, под каждой машиной по собаке. Ждут вечера. Вечером после захода солнца станет попрохладнее.
и можно будет выйти на улицу, копаться в помойках, например. Вся жизнь в Сомалиленде начинается после захода солнца, когда жара спадает и наступает такая приятная прохлада. Эти несколько часов замечательные, прежде чем станет совсем холодно. Люди высыпают на улице, начинают сидеть прямо в креслах здесь, на дороге, пить чай, жевать кат, общаться, наслаждаться живым общением, социализироваться. Салам алейкум. Радоваться жизни, но только после заката. Как ни странно, в Сомалиленде есть хорошие отели европейского уровня. В одном из таких как раз живу я. Сейчас я вам покажу свой отель в непризнанной республике. Перед вами уже его фасад. Отель называется Джирде. Просто так в него не войти. И если что, его просто так не взорвать. Стоят бетонные блоки, видите, в цветах Сомалиленда, что как бы намекает о том, насколько безопасно ходить по улицам. Сидит полицейский, да я бы даже сказал военный, с калашом. Hello. По идее он должен металлоискателем вот этим проводить, но я здесь уже прохожу 5-й раз за сегодня. Ему надоело видеть мою морду. Видимо, он так неохотно очень даже поздоровался со мной уже. Все, я бы сказал, очень цивильно. Милый внутренний дворик. Все аккуратно, нету мусора. Аккуратный ресепшн. Стоит китаец. Hello. Нет, ему не нравится. Китаец и президент Сомалиленда. Окей, но я живу выше. Я живу на 2-м этаже. Двери открываются электронным ключом. Парам. Заходим, и вот он номер. Просторный, качественный и чистый сингл. Есть все, что нужно для жизни. Одно окно в мир, второе окно в мир, 2 охлаждателя разной степени продвинутости. Ну и главное, конечно, кровать, потому что на полу спать бывает тяжело. Ванная тоже чистая и просторная. Вода. Горячая вода есть. Тут стоит бойлер нагревательный. Душ в душевой кабинке, выложенный маленькой плиточкой. Ну и все это, друзья, всего за $40 за ночь. Для Сомалиленда, мне кажется, это нормальные деньги. Кстати, ребят, как вы думаете, чем я занимаюсь по ночам? Я смотрю фильмы на мобильном проекторе Cinemut. Размером Cinemut меньше банки Кока-Колы, но это полноценный проектор, который можно брать с собой в путешествие и транслировать фильмы, любимые, где угодно. Включаете его, и опа-на! Стенка превращается в настоящий кинотеатр. Cinemut можно подключить к телефону и смотреть любые фильмы прямо с него. А можно смотреть фильмы, уже загруженные в память Cinemut. Я вот буду сейчас смотреть «Бременских музыкантов». Как раз давно их не смотрел. С детства, наверное. Такая вот крутая штука. Просто must have для путешественника. Обязательно берите себе, подробности по ссылочке в описании. Хочу напомнить про розыгрыш 2 шапок из Сомалиленда. Для участия в нем просто запостите вот этот ролик на своей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере с хэштегом Somaliland. Пишите сообщение Somaliland и прикрепляете этот ролик. И все, вы уже участвуете в конкурсе. Розыгрыш будет в ближайшем прямом эфире. Прям в прямом эфире разыграю шапки среди тех, кто участвует. Вот, друзья, обязательно подпишитесь на канал, потому что следующий ролик это будет разрыв башки. Я поеду автостопом по Сомали, в сомалийскую провинцию, чтобы посмотреть, как живут простые сомалийцы, а не столичные, как здесь в Харгейзе. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, если вы еще не сделали это, тогда вам будут приходить уведомления о моих новых видео.